Добрый день, меня зовут Ольга, вы на канале Наши растения, и сегодня мы поговорим о фиалках. Прежде всего хочется сказать об огромном разнообразии сортов этих растений, их существует тысячи. Они различаются и по размеру, есть кустики намного больше вот этого, есть и миниатюрные фиалочки. Сами листья могут отличаться по форме, по окраске. Ну и главное, это разнообразие самих цветов. Могут иметь однотонный окрас, а могут быть окрашены в разные. Как же ухаживать за этими прекрасными растениями? Фиалки прекрасно растут при температуре наших комнат. Главное, чтобы температура не опускалась ниже 16 градусов. Они любят хорошо освещенные места, но не слишком яркие. Идеальные для них места — это западные и восточные окна. Если это будет южное окно, то желательно фиалочку чем-то перетенить. Можно поставить рядом какое-то другое растение, либо поставить ее напротив москитной сетки. Не ставьте фиалку на окно, которое часто открывайте на проветривание. Фиалки очень не любят сквозняков и перепады температур. Поливать их нужно регулярно, не давая земному кому полностью просохнуть. Но держать грунт постоянно мокрым также не стоит, иначе фиалка может загнить. При поливе стараются сделать так, чтобы вода не попадала на листики и цветы и в самый центр розетки. Если вы поливаете сверху, старайтесь сделать это по краю горшка. Можно использовать полив через фитиль, либо полив в поддон. Набирайте в какую-то емкость воды, ставите туда растение, оно стоит минут 10-15, вытаскиваете, даете лишней воде стечь и ставите растение на место. Фиалки вполне переносят влажность, та, которая у нас в квартирах, то есть это 30-40% зимой. Если влажность меньше, тогда растения стоит регулярно опрыскивать. Грунт для фиалок используют слабокислый, но я обычно ничего не придумываю, так как продаются готовые грунты именно для этих растений. Кто-то рекомендует регулярно подкислять грунт, чтобы цветение было более яркое и насыщенное. Но с этим нужно быть тоже аккуратнее, так как слишком кислый грунт негативно скажется на здоровье растения в целом. Взрослые растения рекомендуют пересаживать каждые 1,5-2 года в тот момент, когда заканчивается цветение. Рекомендуют собрать горшочек диаметром в 3 раза меньше розетки самой фиалки. Если горшочек будет меньше, то растению будет сложно развиваться, наращивать листья, цвести. Если взять горшочек побольше, то у фиалки более активно начнут появляться боковые детки. С одной стороны, это хорошо, если вы хотите ее размножить. С другой стороны, если вы хотите иметь красиво цветущее растение, этих деток постоянно придется отсаживать, иначе они друг другу просто будут мешать расти. Молодые фиалки начинают цвести в возрасте примерно 8 месяцев. Пока они маленькие, подкармливайте их удобрениями с большим содержанием азота, чтобы они набирали листву. Когда кустик сформируется, будет достаточное количество листиков, можно носить удобрения с большим содержанием фосфора. Когда растение взрослое, тогда дожидаются окончания цветения, после чего срезают нижние ряды старых листьев, после чего 2-3 раза вносят удобрения для декоративно-лиственных, а затем для цветущих растений. После нескольких таких обрезок нижних листьев у фиалки может образоваться оголенный ствол. В этом случае при следующей пересадке ствол просто заглубляется в землю и листья снова начинают расти от поверхности грунта. Почему фиалка может не цвести? Одна из причин – слабое освещение. Это может случиться зимой, когда световой день короче и освещение значительно слабее, либо вы изначально поставили ее в место со слабым освещением. При слишком ярком освещении фиалка будет цвести, но вид у нее будет не очень привлекательный. Сами листья будут лежать горизонтально, цветочки не приподнимутся высоко над листвой, а останутся очень близко к самим листикам, к серединке и будут выглядеть слегка приплющенными. Чтобы поддержать красивый внешний вид фиалки, периодически обрезайте засохшие цветы, старые листья, которые уже подсыхают и желтеют. Если листики запылились, фиалку можно искупать под душем, дать ей высохнуть и затем вернуть на место. Поэтому фиалка — это тот цветок, который требует внимания, требует ухода, но в целом этот уход несложный и много времени не занимает. Если видео было вам полезным, не забывайте поддержать его лайком, подписывайтесь на канал. А я прощаюсь с вами и до новых встреч!